Во что будем играть? Во все версии первой контры, кроме NES-овской. Окей? А разве есть выбор? Нет. Я же знал, куда я еду-то. Вот сейчас размотаю. Так, теперь выбирай следующую контру. Версия для DOS, Amstrad CPC, Commodore 64 и ZX Spectrum. О боже, сколько их! Да, возможно, сегодняшний день тебе будет сниться в кошмарах. Ну, ладно. Ну, пускай будет Spectrum. Паш, вот Spectrum вообще-то здесь был. Когда-то компьютеры были очень забавными, а игры для них были на аудиокассетах. О, у тебя настоящая спектрумовская кассетка? Ну-ка, дай посмотрю. Внутри ничего особенного, но как коллекционный экземпляр вполне себе греет душу. Да, жаль, самого спектрума у нас нет. Будем довольствоваться эмуляцией компьютеров на компьютере. Вау, я уже впечатлен. Заметил название игры какое? Гризо. Согласно мануалу, главный герой этой игры Ланс. И Гризо — это его фамилия. Ну как тебе? Да просто слов нет. Тут уже вдвоем поиграть не получится. Кстати, назад идти нельзя. Совсем. Стрелять вниз в прыжке тоже нельзя. А если в воду упасть, то ни ложиться, ни прыгать нельзя. И любая встречная пуля неизбежно ведет к летальному исходу. Чё это она? Эй! Может, к следующей? Меня вот от этого ледяного моста уже тошнит. Нет, ну должен же я тебе еще пару уровней показать. Тем более я 4 версии дампов этой игры нашел для Спектрума. Вот это не виснет. Зато со звуком проблемы. База повержена с одного выстрела. Да. А внутри ее уныло и сложно. Да еще и босс кидается бильярдными шарами. Вот, наконец-то 3-й уровень. Происходящее тут вообще в голову не укладывается. Тебя атакуют злобные карлики. А по склонам задорно свешиваются пельмени. Пушки не убиваются. Зато я убиваюсь, просто подпрыгнув. Так, теперь... Коммодор, я выбираю тебя. Ладно, вдвоем здесь тоже играть нельзя, но только если по очереди. Ну, неважно. Все-таки вот тебе клавиатура, а я буду засекать, сколько ты продержишься. Друзья, уникальный эксперимент. На Отто впервые в жизни играет контру на Commodore 64. Блин, какая надо, Ну чё, как тебе вообще? Да... Нет, ты видел, как пули себя ведут? Как будто в тебя не свинцом стреляют, а соплями. Соплеметчики хреновы. Тут мост убивает. Ну, как так можно?
владельцы этой игры в 88 году сказали бы, что ты играешь с легким управлением, и тебе еще что-то не нравится. В каком смысле? Ну вот смотри, я тебе сейчас объясню. Вот джойстик для Commodore 64 это такой стик, и вот здесь вот одна кнопка стрельбы. Чтобы прыгать, тебе еще нужно на клавиатуре нажимать на пробел. То есть так стреляешь и попрыгиваешь. Все, давай версию для Амстера. Давай, она, кстати, тоже на кассете. О, у тебя есть лицензионная? А почему на ней написано Кайметов? Это я так для наглядности взял. У мамы. Там коробка, кстати, такая же, как у ZX Spectrum и Commodore 64. Ладно, давай просто поиграем. Хорошо. Сейчас только вспомню, как ее там запускать-то. Команду что ли водить надо? Да, обычное дело для ретро-ПК гейминга. Все готово. А Билл и Ламс-то одинаковые. Да какая разница, ведь снова поиграть можно только по очереди. Симпатично, вроде бы не предвещает никакой беды. Да ладно, сайт-скроллер без сайт-скроллинга? Точно. Дело в том, что платформа не позволяла сделать иначе. Невероятно сложная версия. А и мост тут тоже убивает. О да. А еще местами она жутко непродуманная. Если до босса дойти поверху не удастся, придется долго показывать чудеса акробатической стрельбы. Потому что уничтожить сердце базы недостаточно. Нужно зачистить все. Попадать в цели очень сложно. Приседания тут вообще отдельная тема. Смотри, персонаж то автоматически проваливается на уровень ниже, то нет. Когда нужно стрельнуть из лежачего состояния, все оборачивается катастрофой. Потому что при нажатии вниз не происходит ничего. И только вниз плюс стрельба позволяет на миг прилечь и выстрелить. То есть, уворачиваться от пуль можно только подметив нужный момент и нажав вниз и выстрел одновременно. Зато пули ведут себя адекватно. Точно. Так, ну давай уже наконец-то поиграем вдвоем. Ура! Версия для DOS та еще главная боль. Banana Development? Прочувствовал, да? Ваша миссия — уничтожить светящиеся цели в конце каждого уровня, чтобы предотвратить захват мира Red Falcon. Благородная цель. Ну что, я думаю, изи нам с тобой будет достаточно. Я вот даже джойстик из рук выпустил, а мой персонаж все равно бежит. Ага, нажал кнопку вперед, и он бежит себе. А цветовая палитра пестрит всеми цветами... Плесени на черном хлебе. Да уж. Да как в них попасть? Я ж бегаю без остановки. Мне вообще кажется, что мы в космос попали. Это не нас захватывают, а мы захватываем космическую станцию. А бедные люди в скафандрах пытаются от нас убежать.
Как же хорошо то, что в нашем детстве была популярна Денди, а не вот эти вот суперкомпьютеры. Это точно. Кстати, это еще не все версии. Осталась одна. Она вышла на год позже всех этих портов в 1989 году для японского компьютера MSX2 на картридже. Ну, в Японии обычно самые нормальные релизы выходят, так что тут я спокоен. Давай играть в контору. Точно, кстати, на японском же название звучит как Контора. А вот насчет качественных релизов, вот тут, знаешь, как-то все двояко. Асфальт Джангл? Да, так и вижу опьяненных большими доходами разработчиков Konami в 89 году. Какая разница, что писать, все равно игру кучу народу купит. Ну да, давай тогда джунгли заасфальтируем. Что больше всего бросается в глаза, так это странный баланс. Баланс вообще всего. Герой – огромный перекачанный дядька в огромных носках, который ходит маленькими шажками, но стреляет очень быстро. За капсулу с оружием можно не переживать, ведь они еле двигаются по экрану. А ты попробуй поднять оружие. О, выбирать можно. Ты когда еще оружие наберешь, так старое даже пропадать не будет. У тебя просто будет широкий арсенал для убийств. Вот она контра моей мечты. А лайфбар, смотри какой, все как у людей. Слушай, она, конечно, смешная и корявая, но мне очень нравится. Да и мне тоже. Но базы тут совсем смешные. Особенно вот эти вот роботы с гейскими позами. И карты нет. Поворачивать наугад придется. А босс? Что, сразу стейдж 3? Stage 3 это и есть босс. Адский водопад! Ух, я уже люблю эту игру. Бери пауэрап, из спины стрелять будешь. Чем дальше, тем чудесней.
ты дошел до босса, а попробуй-ка вниз спрыгни. А что, можно? Можно. И босса теперь заново мочить. Блин, ну мог бы и просто так сказать, а? Если у вас есть японская Wii или способ попасть в японский Virtua консоль, то там вы сможете без проблем поиграть в эту контру для MSX 2. А на этом с контрами все. Точнее, с первой ее частью. Согласитесь, мультиплатформа конца 80-х годов была довольно своеобразной и даже местами весьма интересной. А на очереди у нас Super C, о которой я расскажу вам в одной из следующих передач. Так, не будем Пашу отвлекать, ведь я же ему не сказал то, что в этой контре целых 19 уровней. Так что попрощаюсь за него. Че он там обычно говорит? А в плохие не играйте.